Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, и это второй уровень проекта «Дети вяжут». Я надеюсь, что первый уровень вы уже прошли. Если вдруг нет, то сходите в описание к этому видео и кликните по ссылке, чтобы перейти на первый уровень, потому что без первого уровня вам будет сложно вязать на втором. Итак, на первом уровне, как вы помните, мы с вами научились делать волшебный узелок начальный и вязать цепочку петель. Я надеюсь, что у вас все получилось в нашем чате. Ссылку на чат вы найдете в описании к этому видео. Я уже вижу результаты ваших работ, и мне очень приятно, что вам нравится. Итак, что мы будем делать на втором уровне? Как я вам говорила, мы с вами строим дом. Ну, что такое дом? На самом деле это маленький будущий плед, который состоит из таких вот этажей, как в доме. Первый этаж, наша цепочка петель, мы уже связали. Переходим ко второму этажу. Поехали! Итак, начнем. На этом уровне нам помимо нашей нити и крючка понадобятся еще ножницы. Выбирайте, пожалуйста, ножницы самые безопасные. Я обычно беру вот с таким закругленным концом, чтобы точно не пораниться. На первом уровне мы с вами научились уже делать волшебный начальный узелок. Я надеюсь, что вы потренировались. Я вот его сейчас сделаю. Если вдруг у вас сейчас прямо он не получается, всегда помните, что на видео можно нажать паузу, спокойно его сделать и потом опять нажать play и продолжить вместе со мной. Итак, начальный узелок готов. Мы набираем с вами цепочку петель, как делали это на первом уровне, но на этот раз определенное количество, а именно 10 штук. Помните, как мы делали? Вот так вот заводили крючок и протягивали его через петлю. Опять же, я это, возможно, буду сейчас делать уже не так медленно, как на первом уровне. Если вдруг какие-то проблемы у вас сейчас возникают, вы могли забыть, что очень понятно, просто вернитесь на первый уровень и там потренируйтесь. Набираем 10 петель. Вот я уже перестала их считать, как мне посчитать, правильно я набираю или неправильно, сколько мне еще нужно набрать. Очень просто. Вот по этим вот дужкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот последняя 10-я, угадала. Петля, которая у нас висит, она не считается. Что мы делаем теперь? Здесь нам уже понадобятся ножницы. Отрезаем этот хвостик, ну, примерно вот на таком расстоянии. И теперь завершаем первый этаж. Смотрите как. Набрасываем петлю на крючок, а вот этот хвостик протягиваем через петлю. То есть я вот так его захватываю и протягиваю через петлю прямо до конца. Осталось потянуть за хвостик, чтобы узелок затянулся. Важный этап. Нужно снова удостовериться, что у нас на первом этаже 10 петель, как мы и договаривались. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если все так, переходим ко второму этажу. Каждый этаж мы будем начинать одинаково, с волшебного узелка. Поэтому хотите вы того или нет, в какой-то момент вы будете делать его очень быстро, потому что просто привыкнете. Сделали волшебный узелок. Теперь берем в руку нашу цепочку. Смотрите, как у меня выглядит в руках вся эта конструкция. Нить, которая идет к клубку, у меня здесь накинута между пальцами. Пальцами другими этой же руки я держу цепочку, а в правой руке держу крючок с петлей на нем. И смотрите, что теперь мы будем делать. Придерживаем указательным пальцем петлю на крючке. Ввожу крючок в первую петлю нашей цепочки. Сейчас я вам прям покажу ее крупно. Вот сюда. Ввела. Теперь завожу крючок, так же, как мы с вами уже делали, под нить, снизу вверх. И протягиваю ее
через мою петлю. Сильно нить здесь не вытягиваю. Делаю так, чтобы она примерно по высоте была такая же, как петля, которая у меня на крючке уже есть. У меня на крючке 2 петли. А мне нужно, чтобы всегда на крючке была 1 петля. Что мне нужно сделать? Придерживаю пальцем обе петли, завожу крючок снизу вверх и протягиваю нить через обе петли. Это может быть сделать непросто, видите? Но спокойненько тяну. Опять же, много нити здесь не вытягиваю. Нужно, чтобы крючок свободно мог проходить через петлю, но и только. Не чтобы он в ней болтался, а просто вот так вот спокойно он проходит. Смотрите, второй этаж у нас уже начался. В нем уже есть одна вот такая вот петля. Идем дальше. Строим второй этаж со следующей петли. Ввожу крючок в нее. Вот сюда. Ввела. Дальше снизу вверх захватываю нить, протягиваю ее через первую петлю. Протянула 2 петли на крючке. Придерживаю их пальцем, снова завожу крючок снизу вверх, так просто удобнее, видите, протягивать. И протягиваю нить через обе этих петли. Вторая петля второго этажа готова. Видите, эти 2 новых петли, они располагаются над предыдущими. Все очень видно. Идем дальше. Следующая петля, 3. Вводим в нее крючок. Снизу вверх захватываем нить, протягиваем. Получаем 2 петли на крючке. Снова снизу вверх вводим крючок и протягиваем нить через обе петли. Вот мы провязали уже 3 петли нашего второго этажа. Смотрите, что у меня раньше было, как я раньше вязала и мучилась. Вот когда я вводила крючок в петлю и захватывала нить, я вытягивала ее побольше. Ну, вот так вот, например. Зачем? Ну, потому что так легче, получается больше петля здесь. И потом, когда я снова захватывала нить и протягивала нить через эти 2 петли, мне это было делать очень легко, естественно. Смотрите, опа, как прекрасно крючок проходит. Но с какой проблемой я столкнулась? Сейчас вы увидите. Вот я опять так провяжу, опять много нити вытяну. Смотрите, как легко будет мне. Опа! Но потом, когда я смотрела на мой этаж, что я видела? Я видела вот такую вот поднимающуюся линию такую. А если я потом начинала делать петли вот как первые, поменьше, то у меня вот весь этот этаж был не ровным, а таким вот волнистым. Но разве дома у нас бывают такими волнистыми? У нас этажи обычно ровные. Что делать? Приходится все-таки не вытягивать так много нити. Как бы это ни хотелось мне сделать, я все-таки стараюсь вытягивать равномерно. То есть, вот я когда сейчас вот вытягиваю эту нить, раз и остановилась. То есть, как только крючок свободно начинает ходить, вот я здесь и останавливаюсь, больше нить не вытягиваю. Делаю так, чтобы у меня обе эти петли были примерно одинакового размера. И тогда мой этаж будет ровным. Но знаете, что я хочу вам сказать? Скорее всего, вам понадобится время, чтобы у вас получались ровные именно петли. И это нормально абсолютно. Чем больше вы будете тренироваться, тем ровнее ваши этажи будут получаться. Как и у меня так было. Мне понадобилось время, чтобы теперь быстро и легко у меня вязались ровные этажи. Итак, пока я с вами тут разговариваю, я вяжу, надеюсь, что вы тоже, каждую петлю моей вот начальной цепочки
я провязываю таким образом все 10 петель, чтобы связать мой второй этаж. Вот осталась последняя петля, вот здесь она. Я ее обязательно провяжу. И прежде чем обрезать нить, я вот так вытяну эту петлю, чтобы она не распустилась. Что мне нужно сделать? Мне нужно посчитать петли второго этажа и убедиться, что их по-прежнему 10. Тут опять у нас, видите, косичка такая, я по косичке считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот последняя у меня 10-я петля. Почему так важно, чтобы их было столько же? Чтобы наши этажи были ровными и слева, и справа. Что делать, если вдруг у вас окажется 9 петель? Не страшно. Это значит, что какую-то петлю из начальной цепочки вы пропустили. Как исправить ошибку? Легко. Просто тянем за нить и распускаем наш второй этаж. И вяжем его заново. Внимательно смотрим на все петли, чтобы ни одну не пропустить. Что делать, если вы посчитали петель 11 или 12? Это значит, что в какую-то из петель нижнего этажа вы провязали 2 петли во втором этаже. То же самое. Распускаем и вяжем заново. Уровень считается пройденным, если вы связали второй этаж, если петли в нем плюс-минус одинакового размера. Мы же с вами понимаем, что это все тренировка и все такое. Но главное, что у нас получилась вот такая вот косичка сверху, вот такая. И вы по ней смогли посчитать количество петель и получили 10. Столько же, сколько мы с вами набирали. И если все так и получилось, то тогда я вас горячо поздравляю, обнимаю, целую во все щеки, берем ножницы и обрезаем здесь кончик. Дальше дело за малым. Протянуть этот кончик, мое самое любимое дело, через петлю. Опа! И аккуратно потянуть. Второй этаж готов. Помните, что нужно обязательно показать то, что у вас получилось родителям или бабушке с дедушкой, и произнести какую фразу? Да, ту самую волшебную. Смотри, я это сделал сам. Или смотри, я это сделала сама. И потом мы считаем с вами, что вами уровень пройден. Ждите 3-го уровня. Ну что ж, друзья, все обязательно получится. Главное, тренируйтесь. Не забудьте про волшебную фразу «Смотри, я это сделал сам» или «Смотри, я это сделала сама». Обязательно хвастайтесь своими успехами родителям, бабушкам, дедушкам, всем-всем-всем. Ну и ждем 3-го уровня. Удачи, пока-пока.